Господи боже мой, кто-нибудь остановите разработчиков. Они выпускают уже третье обновление на этой неделе для CS2, которое, к слову, весит почти 3 гигабайта. Откуда такие скорости? Что находится в скрытых файлах и что вообще происходит? Сегодня будем разбираться. Так что приготовились внимательно слушать. Смотрим спонсора и погнали. Уже почти конец лета, а ты до сих пор не залутал топовые скины? Тогда бегом на Hellstore, где ты сразишься против реальных людей за приз. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый CoinFlip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, которым делаешь ставку, если линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылочке в описании. И тут, ребята, возникает на самом деле самый главный вопрос. Интересно, а кто накормил разработчиков чудо-таблетками? Просто последние 1,5 месяца был запор, а тут что-то потекла водица. Ладно, можно принять тот факт, что у разработчиков бывает такое, что они выпускают какое-нибудь обновление и следом на неделе несколько мелких. Но тут совсем другой разговор. Все 3 обновления были подряд. Каждое из этих обновлений можно посчитать по меркам разработчиков от Valve крупным. И для того, чтобы разобраться или строить какие-либо теории, для начала давайте разберем текущее обновление. Разработчики обновили 9 карт в CS2. И это Office, Nuke, Mirage, Inferno, Italy, Vertigo, Ancient, Anubis и Overpass. И на всех этих картах не было каких-либо кардинальных изменений. Да, некоторые карты имеют прям большой список изменений, но все они состоят в основе своей из фиксов. По типу убрали места, где могла застрять бомба, улучшили коллизию на предмете, из-за чего движение стало плавнее, и где-то подкорректировали освещение. Однако, если же мы заглянем в файлы обновления, то заметим очень много измененных материалов, которые используются на данных картах. Но в официальном списке изменений о них вообще слова нет. Да и на вид они в целом не изменились. А дело в том, что они обновили шейдеры вулкана. Видимо, им не дает покоя, что на ПК данный API работает отвратительно. А так как шейдеры были изменены достаточно сильно под новую версию вулкана, то, соответственно, нужно было заново компилировать материалы, которые были на картах. И скорее всего, все изменения на картах, которые мы сегодня получили, были готовы достаточно давно, но придерживались самими разработчиками, чтобы обновить эти пресловутые шейдеры. Также в файлах игры был замечен новый протобаф, который относится к обнаружению скриптов, макросов, биндов и так далее. Простым языком, обнаружение таких функций, как SnapTap и прочее. Скорее всего, он был добавлен для избежания ложных киков с официальных серверов. И тут получается гадалки не ходи, так сошлись звезды. По идее, сегодняшнее обновление могло быть типичным ноунеймом в лице фикса скриптов. Но, видимо, они закончили с шейдерами, и у них появилась возможность залить новые изменения на картах. Но это не отвечает на наш главный вопрос. Ведь все эти изменения можно было бы выложить одним целым обновлением на этой неделе. Правда, тогда оно считалось бы достаточно крупным в этом месяце. Но решили все же разделить. И либо они в этом месяце хотят выпустить что-то крупное, ну или в ближайшие 40 дней, или же, если смотреть на мотивацию разработчиков, просто лутают бонусы к своей зарплате. И на этой чудесной ноте у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!